Всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами пойдем в магазин. Я уезжаю вечером, поэтому нужно купить продукты, те, которых здесь нет. Ну и заодно посмотрим цены. Я спустилась в метро, и со станции Василия Островская до Спортивной под Невой идет такой туннель. Я еду, не иду, не торопиться некуда. Заодно делюсь с вами. Вот так можно проехать под Невой. Ну а в магазин мы пойдем в Ленту. Это большой гипермаркет. Там есть все, что нужно и чего не нужно. В общем, будем смотреть. Я с вами поделюсь, конечно, какие цены на сегодняшний день, какие продукты. Может, сравните, какие у вас цены, дороже здесь или дешевле. В общем, все увидим. Я хочу купить все то, чего нет в Турции. Ну, а мы привыкли к этим каким-то колбаскам, копченостям. В общем, все то, что мы любим. Рыбку. Посмотрим, что будет. Сегодня в метро практически никого нет. Видите, эскалатор почти пустой. В общем, я думаю, все хорошо будет. Я приехала к Ленте. Вот такой магазин большой. Очень удобный, все есть. Магазин очень большой. Здесь есть все, что нужно и что не нужно. В общем, голодным в такие магазины лучше не ходить. При входе сразу стоят витрины на рыбку. Я смотрю, сейчас скидочка 26%. Стоит 1000, ну, почти 1400. Это лосось от 3 до 5 килограммов. И рядом от 2 до 3 килограммов 1200. Замороженный. Здесь ряды, питание детское. Очень много всего. Конечно, заходить не будем. Просто покажу. Все. Магазин, конечно, очень большой. Вначале всегда ставят скидки, что продается. В Ленте есть все. И одежда, и обувь, и для автомобиля, и бытовая техника, и химия, и продукты, и кастрюли. Ну, прекрасно знаете. В общем, все, что нужно и что не нужно. Выбор, конечно, очень огромный всего. Ну, мы посмотрим продукты основные, сколько стоит. Я уже кинула ребрышки копченые такие. Буду готовить гороховый суп и обычные ребрышки. Надеюсь, в Турции все пропустят. Все для автомобилей. Огромные отделы просто. Отдел для животных. Хочу купить для своего котика Йохана что-нибудь, вот такую мышку возьму. Вот такая, пусть он порадуется, будет играться. Обязательно для своего котика паштет. Взяла 20 штук. Он такой корм не ест, не любит, а паштет обожает. Взяла разные. Молоко в тетрапаках разное есть. Ну, цены, вот смотрите, зеленое село, да, 94, 99, в зависимости от жирности. Клевер 133, простоквашино 149 за 3,2% жирность за литр молока. Литр сейчас, а нет, 950 миллилитров, даже не литр. Вот так, такие цены на молоко. В холодильниках молочко стоит, скидочки есть. 85 рублей, 84. Топленое молочко 104 рубля. И вот так полностью вся витринка это молоко. Сметанка, сколько она стоит? 91 рубль. Сейчас также скидка. Была 121 рубль. Простоквашино творог. По жирности он разный. Есть миндальное молоко. Фундук. Карамель. Подошла к витрине с яйцами. Яйца Лента стоит 94 рубля. Есть 139. Вот так витринка. Цены разные. 126. 114. Много йогуртов. Савушкин продукт. Сейчас производителей очень много. И Простоквашино. Домик в деревне. И творожок также в ассортименте по разным ценам. Очень много всего. Витрина
с маслом сливочным. Скидочки, я смотрю, намного. Практически на каждом продукте есть скидка. Вкуснотеево 219. Вот такой сливочный сыр, то есть масло сливочное. Сырочки в ассортименте вкусные. Вот такие мне нравятся, разные они с начинками, очень вкусные. Я приехала в выходной, и с утра еще не так много народа. Продавцы выкладывают товар, поэтому на полках есть пропуски, не все успели выложить, но я думаю, попозже все проснутся и приедут. Здесь будет очень-очень много людей, будут все скупать, обычно закупаются на всю неделю. Это очень удобно. В общем, идем дальше. Сгущенное молоко, сколько оно? 234 рубля и 650 грамм, по-моему. Да, 650 грамм. Я думаю, возьму. Большая пачка, очень удобно. Сюда же кидаем. Ну, хочу показать, здесь консервация. Все, ну, такое мне не надо. Палеты выкладывают и наверх также ставят везде палеты. Потом все снимают. Где все разобрали, туда заполняют полки. Идут ряды вперед проходить. И вот так по диагонали это все. Огромные стеллажи здесь. Здесь крупы разные, сладости такие, как их, палочки кукурузные, специи. Пройдем посмотрим по специям, мне кое-что нужно купить еще. Посмотрим, сколько мука стоит. Так, мука увелка стоит 99 рублей, это 2 килограмма пакет. Так, мука предпортовая 119 рублей 2 килограмма. И макфа. На макфу я не вижу цены, но мне нравится макфа. Очень много растительного масла по 139, по 204, 154 рубля. Все в ассортименте. И вот здесь чуть дальше это оливковое масло разные. Цены 480 рублей, 849. Ну, в жестяных банках вот 900 рублей вот такая баночка. Здесь очень удобно написано, где какой товар лежит. Пойду на следующий ряд. Глянем, что здесь. Здесь с одной стороны чай продают, с другой стороны кофе. Ну вот приблизительно. Сейчас Гринфилд, например, чай, да, 92 рубля. Здесь 25 пакетиков. Вот такой малиновый чай. Есть подешевле, 84 рубля. Скидочка с ромашкой, видите? Очень удобно. И вот в таких баночках. Красивый чай. Фрукты и цветы. Скидочка 38%. Очень хорошая цена. 319. Ну и можно вот так. Каркаде есть. Вот такой чай, пакет большой. И вся витрина это полностью чай. С другой стороны это кофе. Глянем сейчас, сколько кофе стоит. Растворимый кофе Gold Milagro. Сколько он сейчас? 619. Здесь по весу 190 грамм. Вот такие цены. 389 крема. Мокка. Вот такой. Много кофе разного. Ну, вот Монарх, да. Также скидка идет. 38%. 899 рублей. 270 грамм. Большая такая банка. Жардин кофе. 350. Есть скидочка. Ну и дальше там в пакетах. Сейчас подойду поближе, посмотрим. Ну вот Эгоист, например, да, кофе Эгоист. Ой, ароматно пахнет здесь. Так, почти 670 рублей, 46%. Скидка хорошая. Вот такие 700 рублей. Разные кофе. Ну, Лаватца, вот крема. Он мягкий. Сколько он стоит? 600 рублей. За пачку 250 грамм. Кофе в зернах 1700. Пакет килограмм. Ну вот арабика, да, с 1300, также килограмм. Монарх в зернах 800 грамм, 800, 1350 стоит. И это все вот полностью кофе. Дальше витрина идет со сладостями, конфеты, Ферреро Роше, 800 рублей. Вот такая коробочка небольшая, 200 грамм. Рафаэлло сердечки. К февралю в коробках есть
по 800, ну 780 рублей. Очень много конфеты Каркунов по 350 рублей. Чуть дороже, чуть дешевле. Такие 459 рублей. Белочка крупская по 329. Ассорти. Такие конфеты крупской 444. Поменьше коробочка на 239. Очень много конфет разных подарочных упаковках. Эти 1000, считай, стоят. Такая коробочка 305 грамм всего. Раньше, помните, коробки были по полкило и укладывали конфеты плотно-плотно. А сейчас размажут 5-6 конфет на коробку, а цену очень большую делают. Вот такие Победа трюфель. 940 рублей коробочка стоит. Шоколад сейчас, конечно, очень дорогой. Ну, шоколадки в ассортименте. Горький шоколад, молочный. В общем, цена 150 рублей. Большой выбор сладостей. Развесные конфеты. И дальше там идут витрины. Это все развесные конфетки можно брать. Везде коды написаны, где можно взвесить на весах. Коды есть. И дальше сладости. Дальше пошли витрины с печеньем. Это до самого конца идет. На другой стороне сушки, пряники. Очень много всего. Ну, это я не буду заходить. Еще шоколадки. И здесь вафли, коржи для тортов. Все сладости. А что здесь? Зефир. Ну, зефир вот Шармель 150 рублей стоит. Мармелад Махеев такой 89 рублей. Ну, зефир разные в коробках есть. Есть вот такой десерт 150 рублей. Ну и зефирки подешевле есть 114 рублей. Какие-то подороже с фисташками зефир. Здесь такие сухие торты. Помните, вот балтийский очень вкусный торт был. И полярный вкусный. Сейчас не знаю, какие по вкусу, но очень вкусные были. Прага, такие сухие тортики, медовики. Все в ассортименте. Чокопай, и там все в пакетиках. Развешено печенье, разные сдобы. Сдобы есть с лимоном, с маком 219 рублей. А с маком, ну, тоже 219 рублей. Вот такие коробочки. Все есть. Не знаю, решила взять балтийский торт. Какой попробую. Потом скажу вам, вкусный, невкусный. Но как-то захотелось. Дальше стоят горячительные напитки. Что здесь? Коньяк. Да, вот смотрите, почти 2000. Вот такие бутылки. 1100 стандарт. Ну и очень много. Здесь несколько рядов. Вот это все горячительные напитки. Вот так. Ну, глянем, сколько пива, например, да, стоит. Большие бутылки. Пластик, что ли? Да, пластик. Вот, 179 лир. То есть рублей, извините. Это 1 литр 350. Вот такие цены. Ну и с другой стороны это бутылочное пиво. 87 в банках. Даже не знаю, какие это такие. Фест. Вот, например, стоит 84. Жатецкий гус 94. Я, конечно, в этом деле не профессионал, не разбираюсь в них, потому что не употребляю это. Поэтому просто показываю то, что есть. Вот такие. Вот какая-то такая бутылка. Вот сколько стоит. Ну, в баночках и целый ряд большой. Ну и здесь уже вот такие бутылочки. Видите, виски 1899, 1600 вот такая. В коробках. Все в ассортименте. Очень много. Идет полностью до конца ряд. С другой стороны, чего здесь только нету. И в коробках, и маленькие, и большие. В общем, вот такие цены.
Мне это не нужно. Я хочу пройти там, где торты. Где сладенькое и вкусненькое. Посмотрим, какие цены. В общем, иду в сторону тортов. Торты на любой вкус. Тирамису 640 рублей. 750 грамм. Здесь с вишенкой какой-то черный лес. Немножечко упаковочка стала другая. Помню, раньше была не такая. 800 рублей и 720 грамм. Торт пломбир. Вот такой там не особо видно. 672 рубля. Наполеон 600 рублей. Вот такие еще тортики есть. Панча почти 900 рублей. Вот такой кучерявый панча. 850 почти. Ну, там без копеек этих всех. Торт, видите, разного плана. Есть подороже, по 1100. Вес побольше, 885 грамм. Ну и вот такие торты. Здесь, видите, как не рассмотреть, все заставлены. Здесь 1500 почти, 1429. Это по карте. А без карты 1505 рублей. 1,5 килограмма торт. Карат. И вот такие еще с ягодами очень вкусные. Пирог тирольский 704 рубля. Есть ассорти ягоды. Здесь вишня, малина. Здесь рядышком малина. Ну а на нижних полках везде пирожные, эклеры. Вот так покажу. Очень большой ассортимент. Вот такие еще пироженки. 129, 169. Маленькие тортики. Корзиночки вкусные, вот эти по 300 рублей. Вот они очень вкусные, с ягодами. Песочное тесто. Ну, в общем, вот так. Очень много всего. Здесь горячительные, дальше еще. И вот там, видите, в бочке прям наверху. Это все ряды с горячительными напитками. А я сейчас хочу пройти к хлебу. Здесь в ленте также выпекают хлеб. Есть пироги, очень вкусные, фруктовые, такие с ягодами. Здесь по весу, ну, вот такой, наверное, пирог, сколько он стоит? 200 рублей. Все отвешено с творогом, с курицей. Большой выбор. Еще пирог с луком, яйцом. Огромные просто пироги. Вы можете как кусок взять, так и целый. Разные плетеночки. Смотрите, какая красота. Вот такие пироги. Здесь за 100 грамм по весу. Можно отрезать также любой кусочек. Это все вот большой отдел. Полностью хлеб разный. Хлеб, пиццы. Сколько стоит пицца? 400 рублей. Это свежевыпеченная пицца. Вот они в ассортименте. Видите, любую взял. Дома разогрел и все. С сыром такие пироги. Вот еще с какой-то начинкой. С колбасками. Вот такие бутербродики по 109 рублей. Здесь укропчик, сыр, колбаска, помидорки. Все очень вкусно. И дальше слоечки, булочки. Здесь же пекут. Ой, я смотрю, тандыр есть. Видите, печь такая. Выпекают все, лепешки. Ой, она горячая еще. Смотрите, какие лепешки. Стоит 64 рубля. Есть такая треугольная форма. Вот я показываю, да? А есть круглая, привычная лепешка. Очень мягкая. Пакет запотел. Только с печи. Вот такая печь. Покажу поближе. Видите? Все свежайшее. Очень много выпекает лента. Поэтому это все на этой стороне. То, что выпекается в самом магазине. Багеты. Много печенья с семечками, крендели, ушки слоеные. Вот такое песочное печенье, как курабье. Вот 57. Это за вес, да, за 100 грамм. Это здесь все по весу. Нужно смотреть внимательно. Какие булочки такие, видите? Маковые булочки. Все полито шоколадом. Сколько она стоит? 80 рублей. Так и хочется сказать лир. Уже привыкла к лирам. Такая плюшка московская. 49, ну 50 рублей без копейки. И что еще? Ватрушечки с творогом. 74 рубля. А еще вот такие, смотрю, появились. Видите, слоеные такие булочки. Посыпаны. Сколько они? 200 рублей такая булочка. А по весу она 110 грамм. Чего только нету.
пончики, любые, какие желаете, все есть. Маффины, кексы. Здесь же витринка с тестом, тесто для пирожков, для пиццы. Все подписано, дрожжевое сдобное тесто, все есть. И также все, сибулки, очень много. Взяла бородинский хлеб и еще такой хлеб черный для бутербродов с рыбкой. В общем, все сюда кидаю. Подошла к витрине с сырами. Здесь все сыры, вес по 100 грамм указанная цена. Практически вот пармезан, правда, смотрю, 200 грамм, 319 рублей вот такой сыр. А так выше в основном все по 100 грамм, цена за 100 грамм. Витрина полностью, это все сыры, другая половина, немного нарезка колбаски и дальше сыры. Посмотрю сейчас, что есть сыр. Не знаю, буду, не буду, а колбаски возьму. Ну что, взяла еще вот такой сыр Маздам и моцареллу белорусскую. Пиццу делать очень удобно, цена хорошая. Взяла нарезку, говядину, такой балык, шейку, в общем, все сюда. Здесь холодильники с колбасами копчеными. Дальше колбаса полукопченая и такая вареная. Все в холодильниках, очень удобно. И с другой стороны, также, видите, вареная колбаска. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Колбаски здесь указан вес за 100 грамм. Такие. Немножко еще покажу. Здесь 300 грамм, стоит 309 рублей. Наверху по 100 грамм цена. Нужно все смотреть, какой батон, сколько стоит, это по весу. И там уже будет видно, сколько обойдется этот большой батон колбаски. И здесь уже упаковано по весу. Вот 360 грамм 400 рублей колбаска. Дымов 440, ближние горки 250. Есть побольше батоны, половинка батона. Есть колечками. Это Великолукский мясокомбинат. Ну и дальше пошли паштеты, грудинки, карбонат. Полностью вся витрина идет далеко. Докторская колбаса. Папа может 37 рублей за 100 грамм батоны. Большие, маленькие. Черкизово, сколько она? 179. Ассортимент большой. Великолукский комбинат. Также вот докторская колбаса 169 рублей. Сейчас скидка 46%. Следующая витрина сосиски. Папа может с индейкой 130 рублей. Такая 140. Очень много сосисок. Разные молочные и на гриле жарить. Все, пожалуйста. Также витрина это и дальше это все сосиски. Но еще есть витрины на прилавках. Там можно любой кусок вам отрежут, сделают нарезку. Что здесь? Вот телячья колбаска еще 340 рублей. Икра. Скидочка сейчас. Баночка стоит 2 859. Здесь 320 грамм. Есть поменьше вес, по 200 грамм. Ну и в таких жестяных баночках икра. Рядом рыба. 150 грамм 424 рубля. Что-то дешевле, что-то дороже. Такая рыбка. Много креветок, морепродукты. Все в баночках расфасовано. Так, покажу цены. Мидия. Все есть. Дальше идут крабовые палочки. Имитация икры в баночках. Вот такие разные. Икра Санта-Бремор. Очень много. И дальше пошла селедочка. Матис в упаковочках. Сколько она? 379 упаковка на полкило. Большая, не маленькая. Ну, в ассортименте очень много рыбки. Обязательно беру всегда скумбрию холодного копчения, селедочку Матис, снежный краб. 2 пачки взяла. Самое главное, чтобы на таможне не тормознули. Соскучилась за этими продуктами всеми. Ну, не знаю, все бы взяла.
Но беру, как говорится, на свой страх и риск. Самое главное, чтобы пройти таможню и ничего не завернули и не сказали, что оставьте это, мы не пропустим. Ну, я надеюсь, что будет все хорошо. Рыбка в нарезке, такая вся солененькая, вяленая. Ну и обычная рыбка есть красная. Видите, горячего копчения, всего очень много. И большая витрина со свежеохлажденной рыбой. Так, форель, Карелия. Сколько она сейчас? 1515. Это без карты. А если карта есть 1200, ну 1300. Вот такая 1800 большая. Лосось. В общем, смотрите, медленно показываю. И кусочки. Можно кусочками взять, можно уже филе все взять. Еще такой большой прилавок с рыбкой. На любой вкус, на любой кошелек. Что-то дешевле, что-то дороже. Ну, можно, конечно, и вот такую. Выловят вам свежайшую рыбку. Вот такие. Видите, плавают. Здоровые, да, рыбки? А, и смотрите, еще осетры есть. Вот такие большие, свежие осетры. Как всегда, есть готовые блюда уже приготовлены. Все. Можно даже дома не готовить. Разнообразие есть всего много. И картошка, и вареники, и сырники, плов. Все, что хотите. Котлеты. Очень много. И дальше, видите, курица жареная, котлеты, люля. Все фасованное. Здесь же все готовят. Также витрины селедки, салаты. На любой вкус по желанию. Очень много. Людей сейчас уже пришло очень много. Все закупаются. Здесь соленья, квашеные, в маринаде баклажаны синенькие, капусты, морковки, все. Соленья очень много. И эта витрина идет по кругу. Здесь также разные салаты. Всего, конечно, очень-очень много. Невозможно все показать, все, что есть, потому что, ну, я не знаю, тут тысячи, просто десятки тысяч наименований. Лента очень большая, их по городу очень много таких лент, маленькие, большие, гипермаркетов, продуктовых очень много, конечно. Здесь фасованная курица, петелинка. Сколько там она стоит? 329 рублей сейчас упаковка. Это все витринки с мясом. Здесь полностью курица, может быть индейка чуть дальше. Вот там большой прилавок, где свежее мясо. Можно все. Посмотрим. Здесь в маринаде мяско. И, конечно, витрина очень огромная, всего много. Говядинка, там не подойти, просто очередь. Все есть, и свинина, язык. Язык сколько? 499 стоит, да, почти 500 рублей. Свиной, говяжий подороже, 929 рублей. Ну и свинина, смотрите. Хорошее мясо. Цены нормальные, недорого совсем. Очень дешево. Большая витрина. Дальше индейка, ноги индейки. 269. Бедро индейки 600 рублей. Ну и все, пожалуйста, можно брать печень. Все остальное. Друзья, пишите в комментариях, какие у вас цены. Большая разница с этими ценами, которые я озвучила, или почти одинаковые. В общем, пишите, я буду смотреть. Мне очень интересно, насколько у вас дешевле или дороже продукты. Много овощей, фруктов, все в изобилии. Но уже подходить не буду. В среднем цены не очень так и сильно отличаются от привычных нам. Что-то дешевле, что-то дороже. Огурчики, вот сейчас сколько они стоят? 210 рублей. Длинные такие. С другой стороны есть огурчики 279 рублей. Вот такая упаковочка стоит. Это пупырчатые огурчики. А сколько вес? Тут 450 грамм. Есть все. Очень большой выбор. Перцы болгарские. Сколько они? Микс. Вот 159 рублей. Вот такой. 2 штучки в упаковке. Очень много. Морковь я вижу по 49 рублей. Капуста 27. Большие витрины, холодильники с зеленью. Здесь все свежее. Цветная капуста, лук, разная зелень. Вот так цены покажу немножко. Очень много. Посмотрим, сколько картошка стоит. Она такая грязненькая, но цена совсем дешевая.
13,47. Считай, бесплатно. И лук. Сколько он? 31 рубль. Это можно набирать. Но картошка есть и в сетках. Упакованная, не знаю, по 5 килограмм, наверное. Да, по 5 килограмм. Сетка стоит 250 рублей. Дальше идут витрины с заморозкой. Овощи фасованные, замороженные. Можно... А, кстати, ягоды здесь, видите, все свежемороженые. Что у нас? Клубника 285 рублей килограмм. Вишня, конечно, подороже. Это импортная, 709 рублей. Очень крупная вишня. Есть смородина черная, 665 рублей килограмм. Очень много всего. Грибы разные, смеси, ассорти. И дальше вот эта витрина. Здесь также заморозка, пельмени. Все фасованное. Вот такие пельмешки. Очень много. Идет до конца. Витрины с соками. Сверху стоят палеты, лимонады, водичка. Не только на стеллажах, но и в проходах. Смотрите, сколько всего. Здесь просто невозможно все обойти. Нужно не 1 час гулять по этой ленте, чтобы все подобрать то, что нужно. Очень много всего. Ряды очень часто. Видите, все водичка, разные напитки. Здесь что у нас? Туалетная бумага, все. Салфетки, моющие, дезики. В общем, целая куча. Это все химия бытовая. Пошли ряды, очень много их. Также видите, на палетах моющие средства, шампуни, все есть. Огромный выбор. Чего тут только нету. Смотрите, все забито. Ну вот, моя корзинка. Что я беру с собой? Мы с вами прошли немного по магазину. Я скупилась. Буду идти на кассу. Кому понравилось мое видео, пишите в комментариях, как вам прогулка сегодняшняя по ленте. Понравилось или нет. В общем, пишите, какие цены у вас, намного ли они отличаются от этих цен или похожие. В общем, будет интересно, я думаю. На сегодня я прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Пойду собирать чемодан и готовиться к отъезду.